Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание нумерологии болезней и вашей диеты. Очень важная ценная информация, поэтому обязательно просмотрите, вы будете знать, что вас может ожидать на протяжении жизни, какие для вас опасные годы, также какая ваша правильная диета, на какие продукты питания вам стоит обращать внимание, а также поговорим о том, что вас может беспокоить на протяжении всей жизни. Поэтому обязательно просмотрите это видео. Кроме того, просчитайте не только себя, но и всех членов вашей семьи. И в комментариях напишите: «Я здорова». Пусть здоровье Вселенная вам только приумножает и помогает. Итак, друзья, давайте вместе с вами разбираться. Итак, друзья, вы должны понимать и то, что каждый из нас состоит из энергии и из вибраций. И это нужно понимать, потому что все вибрации состоят из чего? С того же, с тех же колебаний. И также все состоит и все взаимосвязано, потому что мы состоим из молекул состоим из атомов, и все это находится в постоянном движении, вибрируя на определенных частотах. Теперь поговорим, как это связано с болезнями, с нашим телом. Болезнь – это диссонанс между нашими желаниями, потребностями и теми задачами, которые стоят перед нами. Поэтому очень важно рассматривать болезнь с точки зрения гармоничных связей со Вселенной. Когда гармония нарушается в нашем теле, в наших мыслях, то и возникает болезнь. Каждая клетка человеческого тела имеет свой ритм вибрации, как и каждый орган. Здоровые органы вибрируют с определенной частотой, а нездоровые с другой, к сожалению, вибрацией. И хотя, казалось бы, наше тело устроено одинаково, если взять всех людей на нашей планете, но каждый из нас имеет уникальные вибрации, которые, к сожалению, по тем или иным причинам могут приводить к отклонениям от нормы или каким-то конкретным заболеваниям. Кроме того, все то, что мы едим, они также, те продукты питания, имеют определенные вибрации. И очень важно, чтобы вы уделяли внимание продуктам, которые вы употребляете. Особенно в те моменты, когда в вашей жизни уже проявляются те или иные болезни. Потому что если вы будете правильно питаться в те или иные периоды своей жизни, то тем самым вы не допустите этих болезней. Поэтому еда, как и все остальное в нашей Вселенной, имеет свою уникальную частоту вибрации. И потребление продуктов с высокими вибрациями поможет вам повысить ваше общее вибрационное состояние. А это приведет к улучшению вашего здоровья и, соответственно, другим материальным и нематериальным благам. А вот продукты с низкой вибрацией, наоборот, снижают уровень нашей энергии и способствуют возникновению различных проблем со здоровьем. К продуктам с высокой вибрацией относятся, друзья, свежие фрукты и овощи, но только вы должны понимать, что это должны быть чисто экологические продукты. Это те продукты, которые мы с вами выращиваем на земле, которые не обрабатываются всевозможными химикатами и так далее. Далее это цельнозерновые, это необработанные зерна, такие как коричневый рис, киноа, проса. Все это имеет высокие вибрации. Далее бобовые, они также имеют вибрации высокие. Это фасоль, чечевица, горох. Это все является отличными источниками питательных веществ высокой вибрации. Далее орехи и семена. Именно сырые, несоленые орехи и семена содержат необходимые питательные вещества и высокую вибрационную энергию. Ну и, конечно же, травы и специи. Если мы говорим о продуктах с низкой вибрацией, то это обработанные и упакованные продукты. К сожалению, они содержат искусственные ингредиенты, консерванты, химические вещества. Далее рафинированный сахар, белый сахар, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Далее алкоголь, кофеин. Ну и, конечно же, неорганическое мясо. Это нужно понимать, потому что животные, которые выращиваются на промышленных фермах, они находятся под воздействием всевозможных препаратов, тех же гормонов,
антибиотиков и так далее. И это, конечно же, тоже снижает частоту вибрации. Конечно же, когда вы берете курочку и выращиваете ее дома, вы знаете, что вы ее кормите пшеничкой, вы ее кормите кукурузкой, она бегает у вас по огороду или в лесу, да, и собирает всяких букашек. Кроме того, она кушает песок, камушки и так далее. Это одно. Ну а когда на фермах, вы должны понимать. Теперь давайте поговорим о том, как же вам правильно посчитать и посмотреть, какое же для вас важное будет здоровье, то есть на что, какие моменты обращать внимание и какое вам нужно соблюдать питание. Итак, друзья, мы сейчас в таблицу вы видите на экране. Вы напишите, возьмите листок бумаги, прямо сейчас напишите вашу фамилию на данный момент, которую вы имеете, не которая у вас в девичестве была или после развода, а вот именно на данный момент та фамилия, которая у вас на интуитивном уровне вибрирует, ваше имя и ваша фамилию. После этого, видя эту таблицу, вы можете взять ручку, листок бумаги и просчитать, и прийти к числу однозначному, то есть с единицы до 9. Желательно, чтобы вы просчитали всех членов семьи, с кем вы проживаете. Почему? Потому что, когда вы понимаете, у кого какие моменты, вы и со временем сами себя научите к тому, что вам нужно принимать, что вам нужно покупать и на какие продукты питания обращать внимание. Кроме того, мы проговорим и то, какие болезни у вас могут быть на протяжении вашей жизни, то есть и на что вам стоит обращать внимание. Итак, табличку вы видите на экране. Ну, а мы давайте теперь с вами, друзья, сделаем расшифровку. Итак, если у вас получилась циферка 1, то вы должны понимать то, что у вас проблемы со здоровьем будут в том случае, все будет зависеть от темпа и образа вашей жизни. И вы должны стараться на протяжении всей своей жизни поддерживать свой организм в хорошем, нормальном состоянии. Какие вы можете испытывать проблемы со здоровьем? Это проблемы могут быть связаны с сердцем, такие как аритмия, проблемы с кровообращением, высокое давление может быть, особенно в более уже позднем возрасте. Зачастую это может быть вызвано чрезмерной активностью или стрессом в вашей жизни. Кроме того, вы можете быть склонны к заболеваниям с лихорадкой, раздражением кожи, могут быть проблемы со зрением, поэтому вот старайтесь уже после 50 лет уделять внимание своим глазам и поддерживать здоровье глаз. Те же витаминки, это для вас будет важно. Если у вас малоподвижный образ жизни, единица, если у вас получилась именно единичка, то знайте, что это может привести к ослаблению мышц, снижению обмена веществ, преждевременному старению и нарушению мозговых процессов. Люди с числом единицы часто склонны испытывать значительные изменения в здоровье в следующие годы: в 19 лет, в 28 лет, в 37 и 55 лет. Поэтому вам очень важно принимать дополнительные меры предосторожности касательно болезней и перенапряжения, особенно в октябре, в декабре и в январе. Поскольку цифра 1 – это у нас с вами число Солнца, то вам нужно включать в рацион солнечные продукты, которые помогут вам в борьбе с высокомерием, с тщеславием, с эгоизмом. И в солнечное меню входят желтые, оранжевые фрукты и овощи, такие как апельсины, мандарины, лимоны, морковь, абрикосы, персики. Желтые яблоки, груши, дюшес, кукуруза, желтые грейпфруты, желтые сорта манго, бананы, желтые сливы, желтая вишня и тыква. Кроме того, вам нужно еще употреблять семена подсолнечника, миндаль, а также топленое сливочное масло, нерафинированное подсолнечное и кукурузное масло, а также кукурузная мука. Подходящие специи, которые вам нужно включать в свой рацион, это имбирь, это шафран, это мускатный орех, лавровый лист и гвоздика.
Держите всегда под рукой ромашку, тысячелистник и корень аира. И никогда не забывайте о меде на своем столе. Употребление этих продуктов в сыром виде обеспечит полный спектр солнечной энергии. Кроме того, из этих фруктов и овощей также можно готовить соки и салаты. Какие вам лучше всего употреблять блюда? Значит, смотрите, это салат может быть из тертой моркови и тыквы. Это для вас отличный выбор. Вы можете готовить также кукурузу и тыкву, тыквенно-кукурузную кашу, тыкву, запеченная со сливками. Также, то есть все, что связано вот с желтыми продуктами, солнечная энергия обязательно должно быть в вашем рационе. Кроме того, если у вас именно бывают стрессовые дни, вам сложно, вам тяжело, вы раздражены, обязательно используйте вот солнечные продукты. Кроме того, вам хорошо каждое утро делать сок или употреблять салаты из фруктов и овощей. Заканчивайте день всегда ложкой меда, только, пожалуйста, натурального. И таким образом вы сможете поддерживать оптимальное здоровье и баланс, используя силу солнца для поддержания своего здоровья, друзья, и благополучия. Далее, если у вас, друзья, получилась циферка 2. Итак, люди с номером при просчете цифры 2 должны избегать переутомления, поскольку это приводит к значительной потере энергии и здоровья. Вам нужно быть уверенными в себе, повышать свою решительность, и у вас должен быть обязательно баланс между работой и вашим отдыхом, потому что именно это будет иметь решающее значение. Люди с числом 2 склонны к расстройствам желудка и пищеварительной системы, поэтому также вам следует заботиться о своем горле и употреблять разнообразную, сбалансированную диету. Значительные изменения в состоянии здоровья могут произойти в 20 лет, в 25, в 29 лет, в 43, 47, 52 и 65. Наиболее опасными месяцами, запишите, для вашего здоровья являются январь, февраль и июль. Поскольку число 2 – это число Луны, то люди с числом 2 могут получать пользу от включения в свой рацион продуктов питания именно лунных так называемых продуктов. Что это? Это продукты, которые подойдут как для вашего тела, так и для вашей души. В основном это белые фрукты и овощи, а также некоторые яркие продукты. Какие для вас будут белые фрукты и овощи? Это капуста сырая, вареная, тушеная, запеченная, маринованная, квашеная. Это может быть свежий сок белокочанной капусты, который, кстати, полезен будет при проблемах с желудком и с пищеварением, который, к сожалению, распространен среди людей с цифрой 2. Далее огуречный сок. Полстакана сока свежей капусты и огурца натощак поможет вам предотвратить язву, камни и другие проблемы. Далее брокколи, который лучше вам потреблять именно в уже приготовленном виде. Также брокколи, как вы знаете, это мощный источник витаминов. Также вам подходят другие виды капусты, салаты, заправленные рапсовым маслом, специально созданным для людей. Обращаем ваше внимание. Далее репка. Репа также можно натереть для салатов, потушить в том же молоке. Не забывайте о печеном картофеле, о редиске, цикорий и арбуз. Также вам хорошо употреблять яблоки именно ранние, например, тот же сорт белый налив, да, кокосы, ананасы, белый виноград. Далее льняное семечку, да, поджаренное льняное семя можете использовать как приправу к салатам, к супам. Далее лучшая трава для людей с номером жизненного пути 2 является подорожник. Также не забывайте о твороге, о молочном киселе, о сыворотке, ну и, конечно же, о свежем твороге.
Далее, друзья, на что еще стоит обратить внимание? Вам нужно стараться держать баланс. Будете держать баланс, будете здоровы, и в вашей жизни будет обязательно все получаться. Теперь давайте посмотрим, если у вас получилась циферка 3. К сожалению, люди, которые имеют число 3, склонны к перенапряжению своей нервной системы, что часто приводит к неврозам и различным кожным заболеваниям. Вам следует беречь свои нервы, избегать конфликтных ситуаций и обязательно учитесь контролировать свои эмоции и чувства. Поэтому люди с числом 3, вам следует беречь свою нервную систему, органы дыхания и кожу. Значительные изменения могут произойти в 12 лет, в 21, в 39, 48 и 57. Наиболее опасными месяцами для вашего здоровья являются декабрь, февраль, июнь и сентябрь. Также обращаем ваше внимание, что поскольку число 3 является числом Марса, то люди могут получить пользу от включения так называемых марсианских продуктов в свой рацион. К таким продуктам относятся фрукты и овощи красного, бордового и малинового цветов, а также острые приправы. Острые приправы, если вы можете. Итак, начнем с фруктов и с ягод. Здесь полезны будут гранат, красный виноград, клубника, малина, смородина, крыжовник, инжир и красные яблоки. Из овощей хорошо включать в свой рацион питания свеклу, лук-порей, лук, чеснок, перец всех видов и сортов, хрен и ревень. В качестве приправы вы можете выбирать, например, масла, да, это рапсовое масло, оливковое масло. Важная трава для вас – это именно крапива. Крапиву вы можете есть как свежую, промытую кипятком в салатах. Сок крапивы вам очень будет полезен. Также крапиву вы можете использовать в супах. Зимой настой крапивы и полыни могут заменить вам чай, тем самым обеспечивая заряд энергии при слабостях. Кроме того, в период повышенной вирусной активности для вас будут настойка перца, чеснока, рябины и имбиря до 25 граммов в день. Однако вот уже увеличение этого количества могут негативно повлиять на сердечно-вашу сосудистую систему. Далее, для повышения энергии употребляйте гранатовый, рябиновый или свекольный сок. Да, возможно, невкусный свекольный сок, но хотя бы время от времени через «не могу» употребляйте. Не забывайте про чеснок, лук, крест-салат. Кроме того, в качестве приправы используйте горчицу, хрен и имбирь. Семена горчицы хорошо использовать в панировке и как приправку к супам, а хрен хорошо, возможно, кто-то подойдет именно к квасу. Поэтому, используя именно вот эту диету, вы сможете поддерживать оптимальное здоровье и баланс в своей жизни. Далее, друзья, если у вас получилась циферка 4. Итак, если у вас цифра 4, то знаете, что люди с жизненным пути цифрой 4 склонны к каким-то загадочным и необычным заболеваниям, которые, к сожалению, трудно диагностировать. Вы также можете испытывать меланхолию, анемию, головные боли, проблемы с позвоночником различной степени. Поэтому, чтобы сохранить свое здоровье, вам нужно обязательно стремиться к эмоциональной стабильности, избегать перепадов настроения и стараться получать удовольствие от всего того, чем вы занимаетесь. Кроме того, очень хорошо, если ваш дом будет уютным, а также у вас будут хорошие отношения с вашими родными и близкими людьми. Если вы впадаете в меланхолию, то у вас может возникать анемия, головные боли, боли могут быть в спине и проблемы могут быть с пищеварением. Вы получаете большую пользу от энергетического
полного исцеления, психотерапии и гипноза. Вам следует избегать чрезмерного употребления лекарств и исключать из своего рациона красное мясо. Это очень важно. Значительные изменения в своем здоровье у вас могут произойти в 13 лет, в 22, 31, 40, 49 и 58 лет. Наиболее опасными месяцами для вашего здоровья являются январь, февраль, август и сентябрь. Кроме того, поскольку цифра 4 это число Меркурия, то вам нужно включать в свой рацион так называемые меркурианские продукты. Они должны быть разнообразными, легкими и в то же время энергичными. Далее обращаем ваше внимание, что очень хорошо, если вы будете кушать слегка поджаренные орехи. Далее, что вам хорошо кушать? Вы можете кушать салаты из моркови, пастернака, морской капусты, заправленные петрушкой, укроп, мята, тимьян. Кроме того, вам необходимо кушать зерна, семена, хлеб, но избегайте соблазна свежего белого хлеба высшего сорта. Кроме того, лучше всего выбирайте зерновой хлеб, овсяные лепешки, хлеб из различных хлопьев и зерен с добавлением тмина и кунжута. Если такой хлеб найти вам сложно, возьмите с собой сухари из отрубей. Также не пренебрегайте сырыми перепелиными яйцами, оливками. Еще одна важная часть вашего меню – это грибы. Грибы могут быть и соленые, и вареные, жареные. Для повышения энергии употребляйте проросшие зерна. Для нормализации нервной системы, которая у вас, к сожалению, нестабильна, попробуйте настой мяты, тмина, экстрагона, сушеных или замороженных морских водорослей, и тогда у вас никаких не будет проблем со здоровьем. Далее, друзья, у нас, если у вас получилась цифра 5. Итак, если у вас получилась цифра 5, то знаете, вам нельзя перенапрягать свою нервную систему, потому что это делает вас склонными к истощению и постоянному напряжению. Поэтому среди вас распространены неврозы, нервное истощение, бессонница. Ну, а чтобы сохранить свое здоровье, вы должны уделять приоритетное внимание спокойствию, сну, отдыху и стараться избегать проблем, насколько это возможно. Людям с числом 5 следует беречь свою сердечно-сосудистую систему, органы головы, избегать интеллектуальных перегрузок. Именно перегрузок. Вам полезен солнечный свет и солнечный режим. Вы должны ложиться спать на закате и просыпаться на рассвете. Конечно же, это идеальный вариант, но старайтесь хотя бы время от времени так делать. Ночной образ жизни может привести вас к хроническим заболеваниям. Значительные изменения в состоянии здоровья могут произойти в возрасте 14 лет, 23, 41 и 50 лет. Наиболее опасными месяцами для вашего здоровья являются июнь, сентябрь и декабрь. На что вам стоит обратить внимание? Если ваше число 5, да, то это число Юпитера, и люди с таким числом могут получить пользу от включения в свой рацион так называемых юпитерианских продуктов. К ним относятся овощи фиолетового, пурпурного и черного цветов. Что это значит? Давайте далее разбираться. Во-первых, будем говорить, у кого число 5, следует избегать перекусов и вместо этого стараться выбирать сытную и разнообразную еду. Также сосредоточьтесь на ягодах, такие как ежевика, черная смородина, брусника, малина, вишня, барбарис, красная смородина, черника и черный виноград. Особенно вкусными и полезными для вас будут виноград Изабелла, Лидия, Молдова и кардинал. Также полезны свежий инжир, красные персики и красные грейпфруты. Баклажаны должны быть у вас обязательно в рационе. Используйте их в больших количествах в любом виде. Это могут быть и маринованные баклажаны, соленые, жареные, тушеные или даже сушеные, например, добавленным в суп. Далее, баклажаны прекрасны в закусках, в горячих блюдах.
Также свекла, второе основное блюдо должно быть у вас. Попробуйте с сырым в салатах, пейте свекольный сок для того, чтобы получать заряд энергии. Для вас это важно. Далее, черные оливки и спаржа. Это также для вас очень важно в вашем рационе. И, конечно же, используйте черную фиолетовую фасоль в горячих блюдах. Для бодрости пейте соки черной смородины, брусники, красного винограда, сухого красного вина. Лучше всего употреблять эти соки без сахара. Кроме того, вам подходит коричневый тростниковый сахар, белый сахар из сахарной свеклы. Летом консервируйте ежевику, малину, чернику, черную смородину в собственном соку. Также не забывайте готовить варенье и разминать ягоды с сахаром. И можете заморозить в холодильнике, а в зимнее время это употреблять. Если у вас нет возможности есть вовремя, возьмите с собой немного сушеного барбариса, миндаль, инжир. Это очень важно, потому что потеря энергии для вас неприемлема. В качестве приправ используйте гвоздику, шафран, мускатный орех, мяту и базилик. Лучшая для вас трава – это, друзья, шалфей. Обращаем на это ваше особое внимание. Так, и теперь, если у вас получилась циферка 6, обращаем ваше внимание, что людям с числом 6, они склонны к заболеваниям горла, носа и дыхательных и легких. Как правило, у таких людей, у кого шестерка, крепкое телосложение, особенно если они живут в сельской местности, на свежем воздухе и занимаются физическими упражнениями. Женщины, которые находятся под числом 6, да, рождены под этим числом, часто страдает заболеваниями груди, все, что связано с грудной клеткой. Людям с числом 6 следует укреплять свое тело посредством физической активности, закаливания, стараться как можно больше времени проводить на природе и употреблять как можно больше натуральных продуктов. Также вам следует беречь органы дыхания, брюшной полости, избегать работы с какими-то химическими веществами и воздерживаться от сильных физических нагрузок после именно еды. Значительные изменения в здоровье могут произойти в возрасте в 15, 24, 42, 51 и 60 лет. Наиболее опасными месяцами для вашего здоровья являются май, октябрь и ноябрь. Обращаем ваше внимание, что число 6 – это число Венеры, поэтому люди с этим числом должны включать в пользу в свой рацион венерианских продуктов, то есть в первую очередь синик и фиолетовых фруктов и овощей. Что же это за такие фрукты и овощи синего и фиолетового цвета? Основные продукты синего и фиолетового цвета, которые будут защищать вас от болезней и обеспечивать необходимую энергию, это инжир и черника. К сожалению, список синих и фиолетовых продуктов ограничен, поэтому вы можете также использовать настой фиалки в чае. Людям Венеры следует избегать переедания и отдавать предпочтение таким вот закускам, как свежие помидоры, огурцы, кабачки, зеленые яблоки, инжир, фасоль, пастернак, листья зеленого салата, заправленные яблочным сидром или винным уксусом. И не забывайте про оливковое масло. Люди Венеры любят сладости и выпечку, которая им действительно важна и необходима. Однако торты, пироженки, конфеты заменяйте инжиром, сушеными бананами, арбузами, абрикосами, грушами и айвой. Бобовые лучше всего употреблять в холодном виде или в пюре. Далее, нерафинированный рис, такой как коричневый, тибетский дикий рис, полезен при приготовлении именно вам это полезно. Также обращаем ваше внимание, что в качестве приправ используйте лавровый лист, смесь перцев, кардамон, ваниль, корица.
Подходящие соки для вас это томатный, айвовый, грушевый, абрикосовый, персиковый и ананасовый. Старайтесь пить именно свежевышитые соки, а не консервированные соки. Для вас это принципиально важно. Полезны вам такие травы, как семена фенхеля, корень солодки, анис, мяты и корень сельдерея. В профилактических целях выпивайте по полстакана настоя крапивы. Это если у вас застой крови, настой полыни, она улучшает пищеварение, настой молотого плюща для очищения кишечника, настойку кукурузных рылиц при застое в печени. Очень хорошо вам, если вы будете начинать свой день с клюквенной или с брусничного сока. Для вас только именно разбавляйте с водой, потому что именно это будет восстанавливать вам энергию. Кроме того, какао, но какао хорошо пить вам без молока, сахара, можно с ванилью, это будет укреплять организм и обеспечивает яркость, ясность ума. Кроме того, у кого циферка 6, они, как правило, выглядят великолепно, но могут быть склонны к нервным припадкам, судорогам или даже обморокам. В таких случаях вам нужно понюхать или пожевать ваниль, корицу, розовое масло, кардамон или гвоздика. Далее, друзья, у нас, если у вас цифра 7, давайте разбираться, что же нам несет это число. Люди с числом 7 могут легко стать тревожными и раздражительными. Если их жизнь спокойна и свободна от сильных потрясений, то они похожи на людей, рожденных под другими числами. Однако, если их что-то беспокоит, они склонны воспринимать, к сожалению, все в мрачных тонах и легко могут впасть в состояние депрессии и меланхолии. Но чтобы сохранить свое здоровье, людям нужно улучшать свое настроение, меньше реагировать на критику и избегать дезорганизации. Людям с числом 7 следует заботиться о своей коже, носить мягкую, не раздражающую одежду, пользоваться обязательно кремами для чувствительной кожи, избегать поднятия тяжестей и обязательно соблюдать сбалансированную диету. Вам следует избегать всего чрезмерного. Это чрезмерно жирного, чрезмерно кислого, чрезмерно соленого, кроме того, чрезмерно утомительных и эмоционально истощающих переживаний. Кроме того, вы склонны к специфическим кожным заболеваниям, такие как чрезвычайная чувствительность к проблемам, которые связаны с потоотделением. Значительные изменения в состоянии здоровья могут произойти в 7 лет, в 16, в 25, 34, 43, 52 и 61 год. Наиболее опасными месяцами для вашего здоровья являются январь, февраль, июль и август. Поскольку число 7 – это число Сатурна, то люди с этим числом могут чувствовать себя более комфортно, будучи вегетарианцами, употребляя так называемую сатурнианскую пищу. В рацион могут входить черные грибы, это белые грибы, лисички, сморчки, подберезовики, в том числе морские грибы, которые обычно продаются в маринованном виде у нас. Хорошо все виды грибов. Шпинат не менее важен, его листья можно использовать как в свежем, так и в замороженном виде. Отлично подойдет шпинатный суп, пюре, приправленный тимьяном, лавровый лист, экстраганом или имбирем. Великолепны для вас омлеты со шпинатом. Также шпинат старайтесь использовать везде и всюду. Следующими по значимости для вас семерка идут морковь, корень и листья сельдерея, черная и белая редька, репа и семена подсолнечника. Попробуйте салат из авокадо. Соки, которые вам нужно пить, это клюквенный, лимонный, грейпфрутовый, вишневый и гранатовый. Однако лучшая смесь соков – это овощная смесь из капустного сока, сока корня сельдерея и сока черной редьки с добавлением лимонного сока.
Среди приправ обратите внимание на базилик, тимьян, гвоздику, корицу, цедру лимона и цедру граната. Старайтесь включать в свой рацион огуречный и капустные рассолы, а также грибной маринад. Полезный настой пастушьей сумки, шалфея и листьев сельдерея. Среди фруктов обратите внимание в первую очередь на грейпфрут, ананас, но, пожалуйста, если вы кушаете грейпфрут, ананас, пожалуйста, без сахара мы кушаем. Далее в списке идут зеленые яблоки, груши, сливы, зеленый крыжовник, гранаты. Поскольку числом 7 люди часто склонны к заболеваниям печени, желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта, начинайте день с кислого сока, например, яблочного, с добавлением лимончика, клюквенного или гранатового сока. При обострениях пейте по утрам настой кукурузных рылец, тысячелистника или бархатцев с добавлением зеленого или желтого чая. Цветки жасмина оказывают целебное действие на желудочно-кишечный тракт. Вам можно использовать как приправу или зеленый чай. Не забывайте о черном кофе с лимоном, который будет стимулировать вашу умственную деятельность. Зимой вам лучше всего пить горячий зеленый чай с топленым маслом. Это единственное исключение для употребления животных жиров. В качестве тонизирующих средств можете использовать настой живицы, сосновых или еловых молодых побегов, а также еловое и можжевеловое масло для ароматерапии. И тогда вы обязательно будете и здоровы, и счастливы. Далее, друзья, если у вас циферка 8 получилась, люди с числом 8 обычно склонны к заболеваниям печени, желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта и репродуктивных органов. Вы также подвержены частым головным болям и ревматизму. Здоровье людей с числом 8 может ухудшиться из-за накопления токсинов в вашем организме. Поэтому вам полезно периодически поститься, употреблять продукты, которые богаты клетчаткой, ограничивать мясные и мучные изделия. Вам следует максимально избегать продуктов животного происхождения и в первую очередь стараться употреблять фрукты, овощи и травы. Значительные изменения в состоянии здоровья могут произойти в следующие годы: в 17, в 27, 35, 44, 53 и 62. Наиболее опасными месяцами для вашего здоровья являются декабрь, январь, февраль и июль. Далее, поскольку число 8 – это число урана, люди с этим числом жизненного пути могут получить пользу от включения в свой рацион именно уранских продуктов. Поэтому основным продуктом ежедневного питания может стать для вас шпинат. Шпинат может быть и в соке, это может быть и тот же омлет со шпинатом, просто можете есть в каком-то салатике. Начинайте свой день всегда со свежих сезонных фруктов. Летом обязательно добавляйте клубнику. Подходящие для вас фрукты – это зеленые яблоки, бананы, крыжовник, вишня, черешня, клубника, черная смородина, персики, груши, виноград. И самое главное – это мушмула, которая растет только на Кавказе. Поэтому, если вы проживаете в том районе или знаете, что это, обязательно употребляйте. Далее, абрикосы и айва – это отличные источники энергии для урана. Употребляйте эти фрукты, как только они появляются в вашем регионе. Зимой пейте черный или зеленый чай с листьями клубники или ройбуш. Это африканское растение с клубничным ароматом, чтобы поднять себе настроение и развеять меланхолию. Вам подойдут различные йогурты, свежий творог, кефир, творожно-фруктовые пасты, мягкие сыры и брынза. Для поддержания тонуса употребляйте небольшое количество сухого красного и белого вина. Также вам полезно шампанское, ржаной квас, молочные напитки, такие как кумыс и айран. Но, пожалуйста, избегайте сладких и газированных напитков. Не забывайте о малосольной красной белой рыбе, морской капусте и ржаном хлебе. Люди данного цифры часто страдают от головных болей, которые нужно облегчить горячими настоями листьев земляники, мяты, мелисы, можжевельника и шалфея. Для борьбы с анемией и блуждающими болями вдыхайте хвойный
хвойные масла. При желании размачивайте и жуйте хвойную хвою. Да, для кого-то она может быть невкусной, но по-другому, к сожалению, никак. Далее, друзья, если у вас циферка 9, итак, если у вас циферка 9 получилась, то знайте, что люди с числом 9 часто проявляют склонность к развитию различных видов лихорадов, кори, ветряной оспы, скарлатины и других подобных болячек. Вам следует избегать жирной пищи и ограничить употребление алкоголя. Чтобы улучшить свое здоровье, людям с числом 9 следует путешествовать, заниматься интеллектуальной деятельностью и постоянно знакомиться с новой информацией. Значительные изменения в состоянии здоровья могут произойти в возрасте 18, 27, 36, 45 и 63 года. Наиболее опасными месяцами для вашего здоровья являются апрель, май, октябрь и ноябрь. Обратите внимание. Поскольку число 9 – это число Нептуна, то люди с этим числом могут получить пользу от включения в свой рацион так называемых нептунианских продуктов. В первую очередь это морепродукты. Научитесь есть свежезамороженную рыбу, нарезанную тонкими ломтиками и сбрызнутую лимонным соком. Если вам такие блюда не по душе, попробуйте паштет из свежезамороженного филе красной рыбы. Употребляйте любые доступные морепродукты, такие как крабы, креветки, рыба, кальмара, каракатицы, морские коньки, петухи, меди и многое-многое другое. Избегайте их переваривания, это для вас очень важно. Обжаривайте, например, в оливковом масле несколько минут, сбрызните яблочным или винным уксусом и лимонным соком. Морепродукты – это не единственная еда для вас. Употреблять соки можно из любых фруктов, включая сладкие, нейтральные и кислые. Из овощей сосредоточьтесь на щавеле, огурчиках, цветной капусте, брокколи, японских или каких-то листовых салатах, оливках, каперсах. Чтобы повысить энергию, пейте настои из свежезамороженных морских водорослей. Ешьте паштет, именно рыбный. Также хорошо вам употреблять свежесоленую красную, черную или любую другую рыбную икру. По утрам пейте настой цикория, кофе или любой другой фруктовый сок. Здесь уже только все на ваше усмотрение. Вот такой, друзья, очень важная и ценная информация. Мы хотели с вами сегодня поделиться. Кстати, напишите в комментариях, помогли ли эти советы, эти рекомендации вам, потому что это очень важная и ценная информация. Когда вы знаете, владеете, вы понимаете, что вам лучше употреблять и на что вам стоит обращать внимание. Друзья, не забывайте ставить лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, друзья. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.